Боитесь подхватить простуду и грипп? Вам поможет простое домашнее средство по старинному рецепту. Оно укрепляет иммунитет, помогает лечить простудные заболевания и инфекции, заряжает витаминами и энергией на весь день. Нужно принимать всего по одной ложке трижды в день, чтобы существенно помочь своему организму противостоять вирусам и бактериям. Что входит в чудодейственный состав? Вам понадобится 100 грамм свежего корня имбиря. Очистите его и потрите на терке. Имбирь очень полезен для желудочно-кишечного тракта. Он устраняет вздутие, нормализует моторику кишечника и ускоряет обмен веществ. А от корректной работы желудочно-кишечного тракта на 70% зависит ваш иммунитет, потому что на его благо трудятся полезные бактерии в кишечнике. Очень эффективен имбирь при первых признаках простуды. Во-первых, он согревает и вызывает потоотделение. Во-вторых, он помогает уменьшить воспаление и убить вредные бактерии. За антибактериальную защиту имбиря отвечает гингерол. Именно это активное вещество выделяет специфический запах. Следующий ингредиент – чеснок. Очистите и измельчите в прессе 3 зубчика чеснока. При измельчении из чеснока выделяется его самое полезное действующее вещество – аллицин. Аллицин – это очень эффективный природный антибиотик, который убивает большинство бактерий и грибков. Ежедневное употребление чеснока в профилактических целях значительно сократит риск простуд. Одно крупное клиническое исследование это подтверждает. Группа, принимающая добавки чеснока, на 63% реже болели. А если все же заражались, то продолжительность простуды сократилась на 70%. Теперь переходим к лимону. Конечно, какое средство для укрепления иммунитета без витамина С? Аскорбиновая кислота снимает воспаление и принимает участие в синтезе лимфоцитов и интерферона, клеток иммунитета. Дополнительная польза от лимона – его бактерицидный эффект. Эфирные масла хорошо справляются с вредными бактериями, предотвращая заражение. Что сделать с лимоном? Нужно разрезать его на 2 половины. Из одной части выжать сок и добавить его в смесь имбиря и чеснока. Вторую половину нужно очистить от цедры и нарезать на кусочки. Их тоже добавьте в общую тарелку. Теперь добавляем последний ингредиент – 150 грамм меда. Мед очень полезен во время болезни. Обычно при простуде люди не испытывают голода. Все силы организма уходят на борьбу с вирусами, а не на переваривание пищи. Но откуда тогда брать силы? Из меда. Мед усваивается очень быстро и фактически на 100%. При этом он дает заряд энергии, витамины и полезные микроэлементы. Все, что нужно для выздоровления. В меде содержится около 200 разных флавоноидов. Это мощные природные антиоксиданты, укрепляющие иммунитет, очищающие организм от токсинов, защищающие от вредных бактерий и вирусов. Еще раз повторим рецепт для долгой и здоровой жизни. 100 граммов имбиря, 150 граммов меда, 3 зубчика чеснока, 1 лимон. Все ингредиенты нужно перемешать и положить в стеклянную посуду с крышкой, например, в банку. Хранить смесь можно в холодильнике. Так как мед – отличный консервант, смесь может стоять в холодильнике несколько недель. Для профилактики болезней и для укрепления иммунитета нужно съедать по 1 чайной ложке утром, в полдень и вечером. Если вы чувствуете первые симптомы болезни, можно увеличить дозу. Если вы считаете это видео полезным, то делитесь с друзьями и близкими.
ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы вы всегда оставались в курсе всего самого полезного. Мы стараемся радовать вас качественным и полезным материалом, и ваша поддержка очень важна для нас. До новых встреч на новых видео!